Всем привет! Вы на канале Мастер, и да, вы не ослышались. Сегодня мы будем разбирать новое видео, которое называется Mad Runner Constructions. И здесь стоит пояснить, мне удалось связаться с Павлом, немного с ним пообщаться. Подробностей пока немного, мы договариваемся сейчас об интервью новом, это будет, скорее всего, май. Может быть, раньше, посмотрим, как пойдет. Э, Поэтому я предлагаю вам сразу подумать над вопросами, которые вы хотели бы озвучить. Приглашаю в комментарии. Я постараюсь все эти вопросы собрать и отсеять какие-то там лишние, повторяющиеся и так далее. И все это озвучить Павлу, когда уже буду брать у него интервью непосредственно. Вопрос «когда?», естественно, это самый популярный вопрос, поэтому можете не задавать. Это, естественно, я одно из первых постараюсь у него уточнить. Вот. По поводу этого видео. Перед просмотром надо немножко пояснить, что это вообще и о чем. Это то самое видео, закрытое видео, которое кусочки из него показывал из Дилан в своем интервью. И Павел не открывал его и не откроет это видео. По какой причине? Дело в том, что это видео содержит отсылки, которые он не имеет права показывать. Но он разрешил мне его разобрать, это видео. Я, естественно, все эти отсылки убрал, ничего лишнего там нету. Но видео ничего толком не потеряло, это там буквально 10 секунд. Почему Павел не отредактирует это видео и не выпустит его самостоятельно? По одной простой причине. Это просто не имеет смысла для него на данном этапе, так как это, по сути, презентационное видео, которое вышло 4 года назад. Держите, кстати, в голове, что это видео, которое вышло позже техно-демо. Если те демо были 2020 года, то это видео уже 2022 года, и это, по сути, презентационный материал. То, как могла выглядеть игра Roadcraft, то, как она задумывалась изначально Павлом, и те идеи, которые уже легли в основу разработки. Поэтому для него это видео, оно не показывает ни то, как будет выглядеть его будущая игра, не имеет уже никакого смысла, чтобы... Ну, вот были такие наработки, и все. Поэтому на этом видео как бы... Единственное, где вы его увидите, только на моем канале. Все, больше вряд ли кто-то его целиком вам покажет. Поэтому я что решил сделать? Э, Я не буду сейчас наговаривать, как делал в прошлые разы, там много какого-то текста, останавливать и так далее. Я его полностью перевел, во-первых. Во-вторых, убрал вот эти вот лишние кусочки, 10 секунд, то, что я говорил. И я покажу вам его целиком, все 16 минут. И после этого я уже подключусь, и мы с вами начнем уже там разбирать это видео, смотреть. Там на самом деле не так много, потому что какие-то моменты повторяются, какие-то моменты не так уже важны и вряд ли на что-то повлияют. Поэтому я сейчас отключаюсь, запускаю для вас это видео, и увидимся через 16 минут и обсудим все.
Да, пожалуй, это самый ленивый ролик, что я делал. Вместе с вами с удовольствием просто еще раз посмотрел тот ролик, который уже видел несколько раз. Я даже не знаю сколько, если честно, за это время его раз пересмотрел. Ам, Удивительное ощущение, потому что это то, как мог выглядеть не Roadcraft, а Mud Runner Constructions. Мы об альтернативных названиях сейчас еще поговорим обязательно. Вот. По факту, я сейчас хотел бы, конечно, обсудить некоторые скриншоты. Здесь не так много что обсуждать, потому что многие вещи повторяются. И сейчас просто вот идти по ходу видео и прям делать стоп-кадры, как я делал раньше, особого смысла я не вижу. Поэтому давайте в первую очередь мы поговорим об альтернативных названиях. И, кстати, мне удивительно, что SD1 вообще особо не разбирал это видео, потому что, блин, оно интересно, реально интересно, и здесь есть моменты, о которых мы сейчас обязательно поговорим. И вот первое, что я хотел. Альтернативные названия, помимо Mud Constructions, предлагался такой вариант, как Deep Mud. Не знаю, откуда взялось Deep, но такой вот вариант был. И First Oil Rig, первая буровая. Ну, кстати, это вполне себе такая заявка на новый бренд. Здесь вообще удивительно, конечно, как так вышло, что вроде бы идею-то взяли, и в последнем DLC Roadcraft, по сути, вот эту же идею воплощают. Но при этом почему-то Паше не дали возможность вот еще 4 года назад делать эту игру. А это тот самый неанонсированный проект, о котором я говорил, когда проводил в прошлом году расследование по Spintires. Ссылочку, кстати, оставлю в описании. Вот. Что заметил, прям меня вот поразило, и поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, машины стали гораздо стабильнее прям. Вот это, если грязь нельзя прям четко сказать, что да, она там лучше, хуже стала, то вот машины на дороге прямой прям гораздо стабильнее стали. Потому что раньше, я помню, там и в Мадранеры, и в Спитарес их сносило, долго ехать по прямой у меня лично не получалось. Вот. По названию поговорили. Давайте-ка мы... У меня тут несколько скриншотов есть. Мы вот их обсудим. Первая карта... Мгм. Название незамысловатое, лес, и это явно, да, демонстрировалась одиночная игра. Мы видим на карте долю освоенной нефти. Ну, сейчас мы поговорим, кстати, про цели, потому что здесь явно больше игра соревновательной была. Это не похоже на то, что мы видели в SnowRunner, и тем более не похоже на то, что уже получилось в Roadcraft. Вот. Что у нас дальше? У нас, ну, понятно, гаражи и возможность пропустить ночь. Ну, что говорит о том, что, скорее всего, это аркадный режим. И сложно сказать, будет ли здесь хардкор. Опять же, будет ли здесь. Я постоянно, мне очень тяжело вот от этой мысли отвязаться, что это мы не будущую игру разбираем. Мы разбираем то, какой могла быть Mud Runner Constructions, Mud Runner 2 или как хотите, или Roadcraft, неважно. Вот от этой мысли очень тяжело отвязаться. Наверное, поэтому Павел никогда вот это видео, наверное, никогда и не выложит, потому что ну, мы же все начнем потом сравнивать. Я постараюсь побольше, конечно, выяснить, что из этого перейдет в новую игру, что из этого так и останется просто вот в этой презентации. Так, дальше. Хотел посмотреть технику с вами разобрать, потому что мы обычно все это быстро пропускали и особо на этом не останавливались. А здесь есть немножко новой техники. Гусеничная техника у нас получила класс G. Стандартно, да, у нас 469 УАЗик, куда без него. Два краза, лесовоз и самосвал. Бат-М, который почему-то в Roadcraft вышел каким-то немножко недоделанным. Ну, уже как есть, потому что здесь есть возможность установить и отвал, экран. Если вы внимательно смотрели видео, там это было показано. Вот. Дальше у нас МАЗ-543. Вот это вот интересно, потому что это не просто 543, это 543М, который идет с одной передней кабиной. И любопытно, что в виде тягачей я их не видел. То есть они
Да, в армии, естественно, используются для разных целей, но вот именно как тягачи в основном 543 чисто используется, ну или 7310. Кстати, просто такая ремарочка, вдруг кому-то интересно. 543 и 7310 это абсолютно одинаковые машины, и там разные названия связаны именно со сменой индексации. Именно как раз в тот период она происходила, поэтому так и вышло. Но это одно и то же. Вот, следующий у нас МТЛБ. Вот, интересная машинка. Мне очень любопытно, не будет ли залетать грязь в кабину и как вообще вид из кабины в этой машине должен выглядеть. Это очень любопытно. И опять же, будет ли МТЛБУ, тоже вопрос. Ну, как бы он бы пригодился бы на болотах, как мне кажется. А вот, и последняя у нас машинка G30, и это DT30 Витязь. И это офигеть, просто не машина, а имба. Это почти 40 литров движок, 800 лошадиных сил, 30 тонн грузоподъемности. Эту фигню просто можно отправлять куда угодно. Я, кстати, так понимаю, что вот этот вот кочевник в Roadcraft, он тоже на основе DT30 сделан. Там только у них три секции конных в той машине. Здесь везде видно, что их будет 4. Опять будет. Как я говорю, очень тяжело от этой мысли отвязаться, что это не видео про будущую игру. Но концептуально, как мы говорили, да, какая-то часть перейдет в новую игру из этой презентации. Вот. Что тут еще сказать? Могу, конечно, озвучить, почему одна и та же машина, но разное количество секций лобового стекла. Тот же КАЗ, по-моему, если я не ошибаюсь, он имел тоже разное количество секций, там 2, 3, 4, потому что были проблемы с производством стекол в Советском Союзе, и поэтому приходилось использовать вот подобные ухищрения. Машина одна и та же, а внешне это довольно сильно ее меняло. Вот. Ну что ж, переходим к самому интересному. Да, если вы думали, что я этот момент упущу, то нет. Я не упущу, потому что я этого не ожидал, если честно, когда первый раз смотрел, потому что для меня это было немного странно. Я всегда думал, что это в первую очередь решение Saber Interactive, чтобы как можно больше казуальных игроков подключить, чтобы они не парились там по поводу повреждений и так далее. И тут вот вам, пожалуйста, в презентационном видео. Я обязательно у Паши спрошу, это была ли это его идея, или это уже потребовали сейберы включить, отключить, точнее, механику повреждений. Потому что если вы думаете, что я сейберов ругал, а скажу, что Паша тут все правильно сделал, то нет. То есть я не согласен. Эта механика, она должна присутствовать в том или ином виде. Не обязательно, чтобы от малейшей аварии у тебя там все отлетало, но хоть какая-то механика там ремонта, она должна присутствовать, я считаю, в подобной игре. Иначе, это совсем прям смешно. Тебя строительная техника через лес гоняет и ни разу нигде не повреждается. Но, как я сказал, я этот момент уточню обязательно. Здесь просто надо понимать, что когда убирают подобную механику, она вместе с тем убирает вообще полностью ощущение риска, потому что очень многие игроки, я читал очень много отзывов на эту тему, когда играют в Roadcraft и забывают о том, что это не SnowRunner. Они поначалу там как-то еще стараются аккуратно водить, а потом они плевать хотели на какое-то аккуратное вождение. Это никто ни с рулем не играет в эту игру, никто не пытается там как-то медленно в это играть. Это работало на погружение довольно сильно. А если убрать эту механику, без нее, мне кажется, прям довольно скучно станет. То есть логику Паши я вроде могу понять, да, что, это вот весело, вот здесь, как он тут написал, что Break Havoc там по-разному можно перевести, но вот, да, в основном там Take House.
Повеселиться, короче, можно. То есть, с одной стороны, вот он пытается показать, что это такая игра, что можно было бы все разрушать, и при этом уехал там в чистое поле и там медитативно себе что-то строишь, и вот это не о повреждениях. А с другой стороны, как я говорю, я считаю эту механику частью серии. То есть подобные вещи, мне кажется, выбирать не стоит. Что еще хотел обсудить? Да, заметил интересную деталь на 543-м. Бортовой номер 532. На самом деле, я не знаю, отсылка это или нет, но я встречал вот этот МАЗ, он на каком-то из парадов тянул смерчем. Это именно вот с таким бортовым номером 532. Возможно, это отсылка. Можно будет уточнить потом у Паши ради интереса. Возможно, просто совпадение. Вот. И что тут последние какие мысли, можно сказать? Ну, во-первых, песок, мне кажется, поменялся. Все-таки получше стал выглядеть уже в демке. Нет вот этих вот кусков огромных. И глобально-то и все. То есть видео вы сами посмотрели, все видели. Это было довольно интересно. Я благодарю еще раз Пашу за такую возможность, за то, что поделился этим видео. Жаль, он не может у себя его на канале открыть, потому что, ну, понятно, там, возможно, бы и больше даже просмотров было. Но я, в свою очередь, постараюсь тоже его распространять, поэтому ставьте палец вверх, чтобы другие люди могли тоже его посмотреть, это видео. И буду держать вас в курсе, как только появятся какие-то сроки, даты по поводу интервью, я обязательно всем дам знать. Все, подписывайтесь на канал, кто здесь первый раз. И до новых встреч. Пока.